Вечером он забрал с работы фотографии своих аистов. Забрал посвященные мне стихи и раньше обычного ушел домой. Дома он достал папку с фотографиями нашей семьи, принес карточки в комнату, расставил на столе и долго смотрел на них молча. Звонили какие-то академики, он не подходил к телефону. Утром сын и невестка ушли на работу, увели в детский сад маленького внука. А у меня лекция была в 8:30. И я уехала. Когда сын забежал домой пообедать, он нашел отца мертвым. Мой муж мужественный и сильный человек. Но и его добили. Он покончил с собой в день второй годовщины аварии в Чернобыле. В ночь на 26 апреля 1986 года в 24 минуты второго Чернобыльскую атомную станцию потрясли два мощных взрыва. Поступил главный момент в моей жизни – смерть. Я сам понял, что это такое, да? Стена, ряд «Б», вывалилась, и видно верх реактора, понимаете? А там громадный нейтронный поток был, и свечение было такое, вот, ну, как вот в печке газ горит, да? Ну, примерно. Все дозиметры станции зашкаливают. Измерить уровень радиации невозможно. Директор посылает начальника смены в реакторный зал. Посмотреть, что случилось. Ценой жизни, значит, одного человека удалось выяснить, что действительно реактора нет, уже буквально, так сказать, в первые часы. Мы считаем, что это, ну, как бы по Украине нанесли ядерный удар. Это была война. Понимаете? Многих сотрудников станции начинает тошнить. Некоторым кажется, что предметы увеличиваются в размерах. Первые жертвы Чернобыля умирают от облучения через несколько минут после взрывов. Темно-коричневые обожженные тела, излучающие радиацию, увозят на скорой. Десятки обреченных людей спешно эвакуируют с блока, а страна мирно спит. Тысячи солдат, политиков и ученых не знают, что отныне и навсегда в их жизнь войдет Чернобыль. В Москве первыми об аварии узнают ночные дежурные Минатом. На пульт приходит аварийный сигнал с Чернобыльской АЭС. Код сигнала изменяется по нарастающей. 1, 2, 3, 4. Это означает, что там сложилась ситуация с пожарной, взрывной, радиационной и ядерной опасностью. Ночные телефонные звонки поднимают на ноги первых лиц государства. В 7 утра мне позвонил по телефону правительственной связи домой, на дачу. Позвонил майорец, министр энергетики был, майорец Анатолий Иванович. И сказал, что в Чернобыле на атомной станции произошла авария, произошел взрыв. Я у него спрашиваю, скажи толком, что произошло, что разорвалось там и так далее. Он говорит, Николай Иванович, я получил только ночью известие, значит, толком я не знаю. Я говорю, ты разбирайся побыстрее. Что произошло? В то утро академик Легасов вдруг испытал острое желание покурить трубку, как в дни далекой пижонской юности. На часах 8 утра. У плиты привычно хлопочет жена. За окном разгорается весенний день. Что сегодня делать? Поехать на кафедру на Ленинские горы? Наплевать на все и увезти семью на дачу? Или отправиться на партийно-хозяйственный актив в Министерство среднего машиностроения? Привычка берет верх, и академик Легасов субботним утром 26 апреля 1986 года уезжает на партсобрание. Из записок академика Легасова. Доклад был, честно говоря, надоевшим. Наш пожилой министр громким голосом изложил, как в его ведомстве все хорошо. Воспевая гимн мирному атому, он скороговоркой сказал, что сейчас, правда, в Чернобыле что-то натворили, какая-то там мелкая авария, но она не остановит пути развития атомной энергетики.
Тем временем из Кремля в спешке разыскивают физиков-ядерщиков, чтобы командировать их в Чернобыль. Но субботним днем все отдыхают на дачах. Из высокопоставленных ученых-мужей в Москве только Валерий Легасов, первый замдиректора Института атомной энергии имени Курчатова. Но реакторы не его специальность, он химик, правда, химик ядерный и химик известный, лауреат государственной и Ленинской премий. Многие его не любили. Сын одного из руководящих сотрудников международного отдела ЦК Компартии, Легасов рано стал академиком, 45 лет. Женат счастливым браком на дочери гвардейского офицера, красавицы Маргарите. В распоряжении семьи Легасовых особняк на престижной Пехотной улице, где живут ведущие московские ученые. Его сосед и покровитель – всесильный глава Академии наук Анатолий Александров. Легасов сидит на партсобрании, не зная, что в эти минуты решается вся его дальнейшая судьба. В Москву из Чернобыля уже везут первых пострадавших. Это было ужасное зрелище. Люди эти были настолько сильно поражены, что у них вместе с одеждой отходила кожа. Почему их раньше не переодели? Масса вопросов возникала. И тем не менее, конечно, люди до самой смерти надеялись, что они останутся живы. Вечером того же дня Легасов подъезжает к Чернобылю. Кавалькада «Черных волк» мчится на высокой скорости от Киевского аэропорта и вдруг за несколько километров до станции невольно замедляет ход. Глазам вновь прибывших открывается фантасмагория. Вот так будет вспоминать об этом академик Легасов. Обычно атомную станцию, я когда в лекции читал, сам когда видел, атомная станция – это сооружение, которое ничего из себя не изрыгает. Вот даже, вы знаете, высокая труба, ни дымка там нет из этой трубы, ничего. Это атомная станция. И вдруг впервые атомная станция, над которой зарево, отраженное зарево раскаленного графита. Вот, пожалуй, самое еще не доезжая до Припяти, вот это небо все багровое, которое сияло отраженным светом, это первым, это не реактор. Потому что реактор, над ним никогда ничего нет. Легасов минует проходную Чернобыльской станции и почти сразу же пересаживается из «Черной Волги» в армейский вертолет. С ним Борис Щербина, заместитель председателя Совета министров. Чиновник и ученый со 100-метровой высоты пытаются рассмотреть в бинокль место аварии. В высоком радиоактивном поле вертолет сильно трясет, он может упасть. Перекрикивая гул машины, Щербина спрашивает Легасова: «А что это там внизу за малиновый свет?» Тот кричит в ответ: «Это не свет, это смерть». Подлетаем к блоку. Видно трубу второй очереди. Ниже, 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 ниже. Вот смотри куда. Вот. Разруху снимай. Вот самую разруху. Вот. Выше, Вова, держи это место, держи. Держи, где дым идет, где дым. Легасов понимает, что случилось самое страшное. Взорвался реактор. Его буквально вывернуло наизнанку. Неужели население ближайших к Чернобыльской станции городов находится в эпицентре ядерного взрыва? Эвакуацию людей нужно начинать немедленно. И в первую очередь спасать ближайший к Чернобыльской станции город Припять. Но никто не решается. Очень серьезное решение – начать эвакуацию людей. К сожалению, тогда все боялись слова, что скажет княгиня Марья Александровна. Поэтому нужно было мнение только первого лица в Москве услышать. Но первое лицо было недоступно. Посему никто решения принять не мог. 2600 автобусов, 4 поезда мы поставили для эвакуации людей. То есть мы все обеспечили сразу. Они были через считанные часы на месте и были готовы эвакуировать людей. Но опять-таки не было решения главного лица страны. И политиков, и ученых очень торопит академик Легасов.
Именно Валерий Алексеевич был первым, кто в 11 вечера 26 апреля сказал членам правительства: все, ребята, надо срочно принимать решение об эвакуации Припяти. Да ты что, сказали ему? Да даже все обо всем узнают, да? Он говорит: нет, надо принимать решение, но иначе же мы загоним столько людей, да? Между тем обломки реактора продолжают жить. Они горят, и вместе с дымом на поверхность выносится радиоактивный смрад – миллионы кюри. Облако Чернобыля, расползаясь, накрывает все большие территории. Со вздохом облегчения Легасов видит, как в ночь на 27 апреля в Чернобыль входят химвойска. В их снаряжении специальные бронетранспортеры и, самое главное, дозиметры, предназначенные на случай атомной войны. Только теперь удается измерить радиоактивный фон. 1000, 1500, 7000, 9000 рентген в час. Несколько минут в таком поле, и человек умирает мучительной смертью. Легасов берет дозиметр и на бронетранспортере химвойск подъезжает к разрушенному блоку вплотную. Идущее из реактора излучение надо остановить любой ценой. Он знает, что скоро придется отправлять на смерть десятки, если не сотни людей. Может быть, он хочет заслужить это право. Такие огромные гамма-поля, что даже были нейтроны, не были нейтроны. Дозиметр тут же заткнулся, ничего не показывал. Поездка в результате пользы не принесла. А я ему из угла говорю: Валерий Алексеевич, вообще не надо было ехать. И когда я сказал, я думаю: боже мой, чего я уже сказал-то? Ведь человек, по сути дела, жизнью рисковал. Я думаю, что он очень большую дозу получил тогда. Легасов предлагает использовать военную авиацию. Атаковать реактор начинают, не дожидаясь утра. В небо над Чернобылем взмывают армейские вертолеты. На борту каждого мешки с цементом и песком. Летчикам поставлена цель – сбросить груз точно в светящееся разрушенное жерло. Для этого нужно зависнуть прямо над источником излучения. От пилотов требуется ювелирная точность и немыслимая отвага. Они понимают, что идут на смерть. Мешки летят с 200-метровой высоты и, падая, поднимают столбы радиоактивной пыли. После каждого вылета летчиков мучает рвота, но они, как одержимые, продолжают работать. Легасов следит за ходом операции с крыши соседнего блока. У меня остались в памяти его слова о том, что Чернобыль – это 75 Хиросима и Нагасаки вместе взятых. 75. Поэтому он и настаивал на немедленной эвакуации людей из зоны. Только через сутки с половиной после взрыва Легасову удается добиться своего. 27 апреля в 11 утра по местному радио города Припять объявляют о срочной поголовной эвакуации. Единственное, что сказали, что на 3 дня брать запас продуктов воды, ничего с собой не надо, даже холодильники не отключали, собственно говоря. У кого была сигнализация на квартирах, и то не все ставили. Вспомнились. Никто ничего не говорил, молчали все. Ну и потом такая самотоха, и всех выгоняют по дулу автомата. Берите только документы, а все оставляйте. Мы документы забрали и уехали. Из записок академика Легасова. Я понимал, что город эвакуируется навсегда. Но вот психологически у меня не было сил людям это объявить. Потому что я так рассуждал. Если сейчас людям это объявить, то эвакуация затянется, а активность в это время уже росла. Люди начнут очень долго собираться, а такого времени нет. Поэтому я посоветовал, и со мной согласился Щербина, объявить, что точный срок эвакуации пока мы назвать не можем. Утром на улицах Припяти еще гуляют женщины с колясками, играет детвора. А к 2:30 город уже пуст. Эвакуацию проводят молниеносно. Из 61 тысячи населения за 3,5 часа вывозят 45 тысяч человек. Улицы освещены, и ни одно окно абсолютно нигде не светится. Там с высоты 12 этажа из гостиницы смотришь, картина была просто жуткая. На меня она страшнее, чем даже произвела впечатление, чем сам блок разрушенный.
Знаете, город мертвый. Самое эмоционально сильное впечатление было именно собаки. Вот, когда люди эвакуировались, первый, второй, третий день, они же к человеку шли, когда уже голодные стали. К первому человеку подходят и в глаза заглядывают, потому что ничего не понимают. Люди есть вроде, а хозяевам было запрещено их взять, потому что шерсть, грязи много на них было. Пищу надо себе добывать, они курицу схватят, несут, человек увидит, бросают курицу. Чувствуется, что нельзя так делать. Потом человек пройдет, опять эту курицу уже. Несмотря на усилия вертолетчиков, остановить излучение не удается. Оставшееся в реакторе ядерное топливо раскаляется. Его температура растет, приближаясь к 2000 градусов Цельсия. И вся эта раскаленная масса нависает над подреакторным бассейном с водой. Хмурый и злой Легасов безостановочно курит и вычисляет что-то на бумаге. Расчеты вскоре подтвердят его худшие предположения. Если топливо расплавит перекрытие и попадет в воду, на Чернобыльской АЭС произойдет второй взрыв, после которого в сотни километров вокруг не останется ничего живого. Вот этого они боялись, потому что если бы действительно выскочили бы все радиоактивные вещества из того топлива, которое там осталось, то тогда пришлось бы выселять всю Киевскую, Черниговскую, Житомирскую области вместе взятые, а не 30-километровую зону. Тем временем облако Чернобыля пересекает границы Швеции. По направлению ветра шведские радиологи вычисляют вероятный источник, и 30 апреля 1986 года, на третий день после взрыва, о ядерной аварии в СССР миру сообщает шведская пресса. После этого центральные советские газеты тоже публикуют коротенькие заметки об аварии. Весь мир напряженно ждет, как Советский Союз проведет первомайские праздники. Это и будет официальной декларацией по поводу Чернобыля. Отменить торжества значит признать, что в СССР ядерная катастрофа. Здоровье людей или политический имидж страны. Что перевесит? В Политбюро расходятся во мнениях. В Москве считают, что отменить первомайскую демонстрацию – это преступление против страны. В Чернобыле Легасов пытается доказать, что провести парад – преступление против людей. Победила Москва. Из дневника Маргариты Легасовой. В Москву привозили обожженных людей, а мне по-прежнему никто не говорил, когда же вернется мой муж. Наконец, 5 мая в 8 утра раздался звонок в дверь. На пороге стоял мужчина в чужом костюме с полиэтиленовым пакетом вместо привычного чемоданчика. Это был Валерий, очень загорелый. Я спросила, а что, в Чернобыле жарко? Он посмотрел и ответил, слишком жарко. Оказалось, что загар ядерный. В ночь на 5 мая Легасова разыскали. Его вызывает Политбюро. Утром он уже в Москве. Его встречают коллеги по институту. Насколько возможно, пытаются очистить. Берут на анализ волосы и ногти. Все загрязнено. Он в буквальном смысле слова пропитан радиацией до кончиков ногтей. После необходимых измерений, не в силах побороть искушение, он заезжает домой. Всего 35 минут проводит с семьей и мчится в Кремль, не обращая внимания на дорожные знаки и сигналы светофора. Легасов едва успевает к началу заседания. Генеральный секретарь открывает Политбюро вопросом. Пока его не интересует, кто виноват, но очень интересует, что теперь делать. Практически, если по большому счету, Чернобыль стал одной из вот тех капель, которые развалили Советский Союз. То есть они показали ненадежность этого образования. И люди в этом убедились сами, понимаете? Поэтому для Горбачева, конечно, Чернобыль – это была катастрофа. Личная катастрофа. Усталый, не спавший несколько ночей Легасов долго говорит о положении в Чернобыле. Такая неготовность, такая безалаберность, такой испуг, словно 41-й год, да еще в худшем варианте, с тем же брестом, с тем же мужеством, с тем же отчаянием, но с той же неготовностью. Он говорит, что стабилизировать ситуацию пока не удается. Члены Политбюро обсуждают, не стоит ли Минздраву повысить предельно допустимые нормы облучения населения в 10, а в особых случаях в 50 раз. Пока решают направить в районы, прилегающие к зоне, журналистов, чтобы они осветили нормальную жизнедеятельность этих районов.
После заседания весь первый состав правительственной комиссии остается в Москве. Продолжать работу в зоне опасно. У всех явные признаки лучевого поражения. Ядерный загар, лающий кашель, тошнота. Легасов чувствует себя не лучше остальных, но возвращается в Чернобыль. Его главный враг, разрушенный реактор, все еще жив и по-прежнему непредсказуем. Температура под обломками продолжает расти. Остановить ее не удается. Кажется, что второй взрыв неизбежен. Но тут в голову Легасова приходит идея. Надо проверить, сколько воды в бассейне под реактором. Если ее мало, то бояться нечего. Тепловой взрыв невозможен. Прямо под реактор, в бушующее ядерное пекло, отправляется отряд добровольцев. Люди шли, значит, они, конечно, получали там дозы, потому что им нужно было подойти практически под реактор. Дело в том, что у них не было никакой связи, и мы просто их ждали. Ну вот, примерно в 2:30 ночи, значит, открывается дверь, и первым, значит, вошел в кабинет такой, значит, Эдуард Сааков. И у него было состояние полнейшей отрешенности. И когда, значит, Силаев спросил, ну что там? Значит, и Сааков, опускаясь на стул, в полнейшем изнеможении сказал, там воды всего лишь 200 тонн. И вот, значит, возник ажиотаж неимоверный, все обнимались, целовались, понимаете, я даже сейчас не могу этого вспоминать. Стало ясно, что взрыва не будет. Но только к середине мая Легасову и его сподвижникам удается окончательно победить. Температура под обломками падает. Источник излучения закрыт. Летчики, которые с воздуха атаковали реактор, становятся героями Советского Союза. Большинство посмертно. Сам Валерий Легасов представлен к званию Героя социалистического труда. Последствия аварии локализованы. Академик выполнил свою задачу и может вернуться в Москву, но он не уезжает. Меняются составы правительственной комиссии, а он упорно остается в Чернобыле. Он работает в зоне уже 3-й месяц. Никто из людей его ранга не выдержал такой длинной вахты. Точная доза облучения, полученная им, неизвестна никому. Личный дозиметр он хранит в надежном месте, подальше от источников. Если узнают, что доза велика, могут отстранить от работы. Опасные поля проходят так, словно радиация ему нипочем. Бравирует? Спустя 9 месяцев после аварии он скажет в интервью газете «Известия», «Ничего героического я там не делал». Что-то держит его в Чернобыле. Из записок академика Легасова. Чернобыль должен был произойти на несколько лет раньше, на Кольском полуострове, когда там случайно обнаружили, что в главном трубопроводе сварщик, чтобы получить премию и сделать быстрее, на самом ответственном месте просто в канал заложил электроды и слегка их сверху заварил. Если бы это чудом не обнаружили, мы бы потеряли целиком Кольский полуостров. Если академик Александров говорил, что можно поставить раскладушку на аппарате и спать, ночевать там днями и ночами, то, в принципе, у нас считался наиболее безопасный этот реактор. И поэтому к самой радиационной безопасности всегда относились, можно сказать, с некоторым пренебрежением. Это всегда, это везде было так. В атомных кругах Легасову досталась роль Кассандры. У нас же в любую минуту может быть апокалипсис. Горячился он на собраниях, но никто ему не верил. Из записок академика Легасова. Как-то раз я услышал от Пономарева-Степнова, первого замминистра по энергетике, что наши реакторы очень опасны. Я детально изучил этот вопрос и начал говорить, что нужно следующее поколение реакторов. Поднялась буря негодования. Особенно министр Славский. Он на меня чуть не ногами топал, кричал, что я неграмотный человек и лезу не в свое дело. Для коллег-физиков Легасов был мальчик с химической окраины. Так однажды кто-то назвал молодого академика. Он предчувствовал катастрофу и потому торопился. Начал организовывать экспертную группу по оценке безопасности разных типов реакторов. Добивался создания при институте Курчатова лаборатории мер безопасности, но опоздал. Чернобыльский реактор взорвался раньше, чем академик Легасов успел что-то доказать.
5 июля 1986 года, через 2 месяца после взрыва, Легасов прилетит в Москву на очередное секретное заседание Политбюро. Он привезет с собой кассету, запись переговоров операторов Чернобыльского реактора за несколько секунд до взрыва. Их зафиксировал черный ящик электростанции. Один говорит, ну, я не говорю дословно, ну, мол, Иван Иванович, слушай, вот тут, говорит, в инструкции, которая в постановке, вот напечатано вот это, а потом, говорит, вычеркнуто и написано от руки. Так, слушай, говорит, а как себя вести? Или вот как напечатано, или, как, говорит, от руки там поправлено. Тот говорит, да делай, как, говорит, от руки поправлено. Вот в таком духе. К тому времени работники станции были уже отданы под суд. Легасов говорит, что виноваты не только они. Сам реактор был опасен. В его конструкции серьезный просчет, и конструктору не раз об этом говорили. Нигде в мире подобные реакторы не используют. Для членов Политбюро все это новость. Валерий Алексеевич возвращается в Чернобыль, гордый собой. Но вскоре узнает, что ничего не изменится. В Советском Союзе продолжат строительство таких же реакторов. На скамью подсудимых сядут только работники станции. Возведение саркофага идет круглосуточно. Ночами напролет Легасов курит у окна, наблюдая за стройкой. В такие ночи подчиненные стараются не беспокоить академика. Они знают, что могут увидеть на его глазах слезы. Одна, вторая, третья, четвертая. Он проходит по этому маршруту, наверное, 10-й раз. Волнуется, машинально считает ступени. За тяжелыми дверьми уже рассаживаются эксперты МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергетике. Они ждут подробного и правдивого рассказа советских коллег об аварии в Чернобыле. Заседание вот-вот начнется, но академик Легасов никак не может решиться войти в зал. В голове крутится глупая частушка. Ускорение – важный фактор, но не выдержал реактор. И теперь наш мирный атом вся Европа кроет матом. Летом 1986 года страны Европы всерьез начали жаловаться на чернобыльскую радиацию. На елях и соснах появились странные наросты, получившие название «ведьминые метлы». Рождались уродливые животные. Западная пресса пишет, что в шахте Чернобыльского реактора перед взрывом было 192 тонны ядерного топлива, и задается вопросом, сколько урана и плутония вылетело в атмосферу Земли. Никто не был уверен, что в результате этой аварии Европа или тем более, может быть, какие-то дальние страны не начнут требовать каких-то компенсаций, связанных с последствиями аварии, с теми выпадениями, которые пришлись на их территории. Оправдываться перед Европой Политбюро поручило Легасову. Все лето он сам и его команда корпели над докладом для выступления в МАГАТЭ. К концу августа 400-страничный труд был готов и представлен на цензуру в ЦК. В Советском Союзе вообще-то все аварии имели гриф «секретно». Ну, потому что по определению считалось, что при социализме аварий быть не может. Поэтому, когда наш доклад попал в Центральный комитет партии, так, то начальник отдела энергетики наложил следующую резолюцию. Так. Доклад содержит сведения, порочащие уровень науки и техники Советского Союза, полагали бы целесообразным, такая интересная немножко, привлечь авторов доклада к партийной и уголовной ответственности. И, значит, кому это адресовано? Значит, председателю КГБ и начальнику главной контрольной партийной комиссии партийного контроля. Доклад пришлось сократить. Задача Легасова – успокоить мировую общественность. Но поверят ли ему? На карте ни много ни мало честь державы. В мире формул и даже в радиоактивных полях Чернобыля академик чувствует себя уверенно, но в политике он дилетант. Оттого так трудно даются ему теперь последние ступеньки этой лестницы. 9-я, 10-я, пора.
25 августа 1986 года на специальном совещании МАГАТЭ в Вене собираются 500 ведущих атомных экспертов мира. Советская делегация, возглавляемая первым заместителем директора Института атомной энергии имени Курчатова академиком Валерием Легасовым, представляет подробный доклад об аварии в Чернобыле. Легасов держится уверенно, на его лице ни тени сомнения. Он подчеркивает, что пределы реактора покинуло только 3,5% топлива, не очень много в масштабах всего мира. Подробно рассказывает об уникальных методах борьбы с атомной стихией. Доклад длится 5 часов. По окончании зал аплодирует ему стоя. Мир, который возненавидел нас за Чернобыль, перед его мужеством склонил голову, напишет потом перестроечная пресса. Экспертов МАГАТЭ удовлетворили объяснения русского академика. Претензий к СССР больше нет. Валерий Легасов становится человеком года и входит в десятку самых известных ученых мира. Это был триумф. По его поведению, по его реакции было ясно, что это очень крепкий, здоровый человек, четко владеющий ситуацией, совершенно блестяще отвечавший на многочисленные вопросы, которые были заданы. Я более того скажу, что кроме этого 5-часового доклада, он еще не несколько часов отвечал на многочисленные вопросы. Осенью 1986-го в Москве начинается волна награждений. Наряду с актерами ордена вручают чернобыльцам. Все уверены, что 1 сентября, в день 50-летия, академику Легасову вручат звезду Героя социалистического труда. В свой день рождения Легасов приносит домой часы славы с дарственной надписью. Ни ему, ни 18 членам его команды награды не дали. У меня было к нему несколько предубежденное такое отношение, как к одному из тех, которые нам лгали. Понимаете? Один из многих он был для меня. Это представитель системы. И вот когда в последующем я встречала документы, подписанные им, мое мнение, в общем-то, трансформировалось. И я начала понимать его как человека, которого в определенной степени подставили. Чернобыль. Осень 86-го года. Редкие кадры. Академик Легасов смеется. Смешит его вопрос журналиста. Не вредно ли в Чернобыле? Но детишки будут у меня, Будут. Вот именно теперь и Не будут. переживай. Я с 64-го года работаю с источниками радиоактивных излучений, ребятишки у меня есть. И все нормально по этой части. Так что не переживай. Доза есть стимулирующая, как во всяком деле, как с перцем, там, как с лекарством. В малых дозах это стимулирует. В средних дозах никакого воздействия не оказывается. В больших вредно. Вот вы получаете только стимулирующую дозу. Его собственная доза уже была смертельной. Из дневника Маргариты Легасовой. Он постоянно кашляет, почти ничего не ест. Его тошнит. Он не выносит запаха кухни, быстро худеет, слабеет. У него постоянно плохое настроение и бессонница. В 11 часов уходит спать, но через час-полтора встает, выбегает, закуривает и бросает сигарету за сигаретой. Можно не спать день или два, но если вы не спите 1,5 года, это страшно. К новому 1987 году в доме Легасовых как приговор повисает страшное предположение – онкология. Некрещенный, воспитанный атеистом, он начинает перечитывать Библию, как в юности снова пишет стихи. Как разорвать столь прочный круг, где отыскать звено такое, что разомкнуть его и вдруг вернуть тебе, себе былое? Вот Валерий Алексеевич Легасов поступил к нам первый раз в нашу клиническую больницу 11 июня и пробыл здесь до 19 июня 1987 году. При поступлении состояние больного было расценено как глубокое реактивное состояние с социально-депрессивным оттенком на фоне крайнего переутомления
и срыва на сложную жизненную ситуацию. Летом 87-го взрывается информационная бомба. Сталкерам, наконец, удается разобрать завалы, проникнуть внутрь Чернобыльского реактора и сообщить в Москву сенсационные известия. Топлива в реакторе нет. Зато всюду валяются мешки с песком, сброшенные с вертолетов. В атомных кругах оживленно обсуждают эту новость. Появляются мнения, что вертолетная бомбардировка, предложенная Легасовым, это чудовищная ошибка. Даже если бы мешки попали в цель, это все равно было бы бессмысленно. Топлива не было. Не было, значит, и угрозы второго взрыва. Так неужели Легасов и его сподвижники боролись с пустотой, а летчики все до единого погибли напрасно? Когда мы попали в шахту реактора и увидели, что нет активной зоны, и шахта реактора пуста, никаких мыслей о том, что надо туда что-то сбрасывать, и не должно было возникнуть. То есть ведь все эти решения принимались от неадекватного восприятия действительности, в отсутствии достоверной информации. То есть, несомненно, это было ошибочное и ложное решение, которое ни к чему хорошему не привело. Это была просто ошибка конкретного человека. Ну что ж, и академики ошибаются. Вероятно, в те дни академик Легасов чувствовал, что его мир распался. Друзья утешали, говорили, что вопрос топлива сложный и спорный. Враги же не замедлили вынести приговор. Как же так? Ученый с мировым именем отправил на смерть десятки людей, а потом под гром аплодисментов солгал перед лицом всего мира. В ночь на 29 августа 1987 года, находясь в больнице, Валерий Легасов принимает смертельную дозу снотворного. В школе ему прочили блестящее будущее. По-крупному Валеру нахулиганил только один раз. Зато как? Будучи секретарем школьного комсомола, он однажды целиком переписал устав в ЛКСМ, потому что считал действующий никуда не годным. Только смерть Сталина спасла дерзкого школьника. Прошли годы, он повзрослел, но не изменился. Эти фотографии висели в рабочем кабинете Легасова. На одной атомная электростанция, на другой – аисты. Любимый конек академика – философский вопрос о том, можно ли совместить живую природу и современное производство. Когда-то человек искал спасения у техники, а теперь ищет спасения от нее. Попытка самоубийства не удалась. Врачи спасают Легасову жизнь, и вскоре он снова погружается в работу. Вот люди огонь открыли, кто-то первый, я не знаю, костер. Благо, потом научились там согреваться у костра, потом пищу жрать. Великое благо. Но до современного состояния пользования огнем какой путь прошли люди? После этого начались пожары, там начались всякие неприятности и так далее. Какой был грех у человека, который захотел согреться, обеспечить себя? Что же стало главной причиной Чернобыльской аварии? Легасов собирает информацию, анализирует, записывает выводы. Чувствует, что уходят силы, и потому торопится. На этот раз он не имеет права опоздать. Его должны услышать. «Мой долг рассказать об этом». Так называется статья для газеты «Правда», которую Легасов пишет осенью 87-го. Он утверждает, что в стране никто всерьез не занимается вопросами безопасности атомной промышленности. Министерство энергетики и среднего машиностроения воюют между собой, а сотрудники недавно созданного Госатомнадзора выбивают себе столы, должности и дома, но на качество атомной энергетики особо не влияют. Чернобыльская авария – это апофеоз, это вершина всего того неправильного ведения хозяйства, которое осуществлялось в нашей стране в течение многих десятков лет, заключает Легасов. Убежденный коммунист с 30-летним стажем, он покушается на святая святых, на экономические основы советского государства. Статья Легасова вполне в духе перестройки, но никому не нравится, ее не печатают. Тогда он берется за диктофон. Ночами в тиши кабинета он один, здесь можно не думать о цензуре и не стесняться в выражениях. Из записок академика Легасова. Получилось, как в рассказе Толстого «Нет в мире виноватого». Одного виновника аварии нет. Работники станции допустили ряд грубейших ошибок. Конструктору 1000 раз говорили о погрешностях реактора, но он не хотел дополнительной работы. Но главные преступники – это не персонал и даже не конструкторы, а руководители госплана. Им же доказывали, что опасно и преступно строить атомные станции без колпаков, но на это с большой колокольни плевали, потому что колпак на 30% удорожал каждую станцию. Все аварии в мире развиваются по одному и тому же простому сценарию. Накапливаются ошибки, мелкие погрешности, каждая из которых сама по себе не страшна. Но вот их становится много, слишком много,
и, наконец, создается критическая масса. Тогда-то и происходит катастрофа на атомной станции, на борту самолета или в личной жизни одного человека. Апофеозом его мечтаний было создание Института технологического риска. Но по многим причинам этот институт не был создан. Но нет пророка в своем Отечестве. Часто так бывает, понимаете, что многие идеи, которые высказываются, они не всем понятны были. Тем более подчеркиваю, что официальная философия в Советском Союзе, она запрещала вообще понятие приемлемого риска. Валерий Алексеевич очень переживал от сложностей, связанных с созданием этого учреждения. Но вскоре приходит и радостная весть. Глава Академии наук Анатолий Александров на собрании коллектива Курчатовского института официально объявляет, что за мужество, проявленное при ликвидации Чернобыльской аварии, Валерий Легасов вновь представлен к званию Героя социалистического труда. Александров обнимает ученого, и вслед за патриархом советской науки коллеги горячо поздравляют академика. Появились такие мнения, что Легасов работает в том институте, который когда-то спроектировал вот этот реактор. И поэтому правильно ли поймут, что вот ему дают, а мы герои вот, соцтруда предлагали ему. Очень жаркий спор был, и большинство членов нашей вот штаба этого, группы, высказались за то, что надо ему давать. Что он никакого отношения не имеет к этому реактору. Кстати, он не реакторщик, совсем ведь. У него другая специальность. Наутро выходит указ. Фамилии Легасова в списке награжденных нет. И вот итог. «Моя негодность». Эта грустная строчка появляется в стихотворении Валерия Легасова, написанном осенью 87-го. И в другом стихотворении «Остаться жить я не могу». Последние месяцы у него такая слабость, что горящие сигареты падают на одежду. Пальцы рук не выдерживают даже такую нагрузку. Апатия. И хорошие вести из событий его больше не радуют. И все же Легасов делает еще один рывок. Он разрабатывает план создания совета, направленного на ликвидацию застоя в науке. И 26 апреля 1988 года представляет этот план на рассмотрение Академии наук. План отвергают. «Обидно, но Чернобыль так ничему нас и не научил», говорит в тот день академик. Вечером он забирает с работы фотографии своих аистов, забирает посвященные жене стихи и раньше обычного уходит домой. Это особенный день. День второй годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Дома он достает папку с фотографиями семьи, молча расставляет карточки на столе и долго смотрит на них. Разрывается телефон, он не берет трубку. Утром жена и дети уйдут на работу, уведут в детский сад маленького внука. Когда сын забежит домой пообедать, он найдет отца мертвым. Узел на веревке невозможно было развязать, скажет потом следователь. Меня вызвали из дирекции и сказали, чтобы я проверил на активность бумаги, записные книжки, личные вещи академика Легасова, потому что они могут быть активные. И вот вы знаете, когда я проверял это все, разложил, конечно, полиэтилен, выложил все это на стол, в его кабинете это было. Практически все вещи считали. До сих пор помню это удары счетчика. Пустой кабинет и счетчик считающий. Моя судьба прошла в борьбе, в которой мне пришлось быть битым. Не просто битым, а забитым. В такой изломанной судьбе, кляня ее и проклиная, я благодарен лишь тебе за то, что ты была такая. Валерия Легасова похоронили на Новодевичьем кладбище. Некролог в газете «Правда» сообщил читателю о том, что советская наука понесла тяжелую утрату, но умолчал, что ученый покончил с собой. Через 3 недели та же «Правда» опубликует статью «Мой долг рассказать об этом». А через 10 лет после Чернобыльской трагедии Валерия Легасова наградят золотой звездой Героя России за мужество, стойкость и героизм.